Всем привет! Друзья, еще раз поздравляю всех вас теперь уже с наступившим Новым годом. Желаю позитива, мира и добротной музыки, которой, кстати, сегодня в выпуске полным-полно. Так что устраивайтесь поудобней, смотрим! Открывает обзор мощный интернациональный проект, представляющий Германию и состоящий из двух немцев, грека и русского вокалиста, известного как Тони Доузер. Это уже вторая полноформатная работа коллектива, образовавшегося в 2010 году и быстро набравшего популярность как на своей родине, так и за ее пределами. Так, первый мини-альбом, выпущенный на следующий год после основания группы, был скачан с официального сайта команды более 50 тысяч раз. А изданный спустя 2 года дебютный полноформат был встречен на ура не только немецкими, но и российскими поклонниками коллектива. Парни исполняют довольно суровую смесь таких достойных жанров, как саузерн и грув-металл, лаконично окрестив свое направление Metal and Roll. Что же касается нового диска, то он получился в меру агрессивным, жестким и напрочь пропитанным настоящим, действительно качающим драйвом. Относительно молодая, но продуктивная команда из Америки представила на суд публики свой третий полноформатный альбом. Группа, основанная в 2010 году, исполняет довольно своеобразную и качественную альтернативу, разбавляя ее элементами всевозможных близких по звучанию направлений. Несомненно, главной изюминкой группы являются необычные партии вокалиста, интересные как своим тембром, так и довольно трагичной манерой исполнения. Также стоит отметить богатые и продуманные гитарные партии, придающие новому альбому свое особое гармоничное звучание. Еще одна молодая группа из Штатов порадовала выходом второго студийного диска. Основным направлением коллектива, образовавшегося в 2011-м, принято считать альтернатив-металл. Однако участники команды не ставят перед собой каких-либо жанровых ограничений и экспериментируют вовсю. Именно благодаря этому на новой пластинке банды можно встретить отголоски таких направлений, как готик и нью-металл. Сам же альбом весьма интересен и разнообразен, и слушается на одном дыхании. И вновь молодая группа, представляющая Америку, выпустившая свой дебютный полноформатный диск. Участники этого проекта, состоящего, кстати, из 6 человек, рубят качественный концептуальный прогрессив-металл, активно используя элементы дэткор. Про богатую музыкальную составляющую этой пластинки можно было бы сказать много всего хорошего.
Однако я отдельно выделю отличные вокальные партии и просто восхитительный бас. Кстати, концепция альбома привязана к серии научно-фантастических комиксов Children of Entropy, выход которой ожидается в ближайшем будущем. Ну а следующая банда, а точнее сказать супергруппа, уже известна нашим постоянным зрителям по замечательному дебютному мини-альбому, вышедшему прошлым летом. И вот спустя всего лишь полгода участники этого зачетного проекта радуют нас релизом дебютной полноформатной пластинки. На всякий случай напомню, проект состоит из участников таких именитых групп, как Mastodon, Queens of the Stone Age и At the Drive-In, а исполняет богатый и красочный экспериментальный прогрессив-металл с элементами стоунер и пост-металл. Разумеется, новый диск получился интересным, ярким и насыщенным и заслуживает высших оценок. А на очереди замечательная дебютная полноформатная работа от молодой и бодрой банды из Бельгии. Команда была образована в 2013-м и помимо новоиспеченного полноформата успела выпустить мини-альбом в 2014-м. Участники группы жгут добротную смесь альтернативы, грув и стоунер-металл. Причем парни умудрились вобрать в свою музыку именно самые яркие элементы этих направлений. В итоге у них получилась мощная и насыщенная пластинка, под завязку набитая безбашенностью и драйвом. Дебютную полноформатную пластинку записала молодая группа, представляющая Нормандские острова. Проект состоит всего из 2 человек, исполняющих действительно качественную и проработанную альтернативу. Стоит отметить, что парни выступают и вживую, приглашая для этой цели гостевых музыкантов. При беглом прослушивании альбом может показаться легким и незамысловатым. Однако это вовсе не так. Все треки диска глубоко продуманы и зачастую имеют корни, уходящие в сложный и серьезный прог. Перспективная команда из Австралии выпустила яркий 3-й мини-альбом. Парни рубят мощный качающий грув-металл с некоторым присутствием элементов хэви, а порой немного и нью-металл. Звучание группы выделяется плотными гитарными рифами, жесткими ритмами и подходящим ко всему этому вокалом. Одним словом, альбом всем хорош, кроме его небольшой продолжительности. Ждем полновесной работы. Каждый год, по традиции, 1 января Джо Тибери с друзьями выпускает очередной альбом. Встречайте, новый, уже 7-й по счету полноформатный диск от замечательной и, можно сказать, знаковой команды из Штатов. В хорошем смысле неугомонная команда продолжает радовать нас эпическими творениями в жанре кибер-индастриал симфо дэт металл. И на новой пластинке мы вновь услышим потрясающий вокал Melrose,
как нельзя хорошо дополняющий и без того красочную и богатую музыку этого космического коллектива. А на сегодня это все. Генеральный партнер передачи – самая крупная сеть рок-пабликов ВКонтакте РМО Медиа Групп. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте комменты, слушайте достойную музыку. Пока!